Добрый день, друзья! Сегодня у нас в обзоре серебряный набор столовых приборов Карибо. Вот в таком чемоданчике он у нас идет. Один из самых популярных наборов столовых приборов на сегодняшний день. Не только в нашей стране, очень много клиентов заказывают его как в ближнем зарубежье, так и в Европу заказывают, даже в Америку увозят. Поэтому очень популярный набор. О нем снимаем вот такой видеоролик, потому что очень много вопросов. Люди просят поподробнее о нем рассказать. Значит, набор 24 предмета, 6 ложек, 6 вилок, 6 ножей, 6 чайных ложек. Начнем с ножа. Вот такую имеет текстуру ножик. Бока у него гладкие, отполированные. С двух сторон идут вот такие вот, как объемные полоски. По краям идет вот такой вот рисунок. Остается также центр без ничего, гладкий, отполированный. В принципе, в этом месте, в центре ручки, можно делать памятную гравировку. Обычно какие-то семейные гербы, если у вас есть, либо инициалы, кому вы дарите, там, молодым, на свадьбу, либо на юбилей. Значит, смотрите, лезвие, очень много бывает вопросов. Лезвия на серебряных столовых наборах никогда не бывают серебряными. Лезвие всегда бывает нержавеющая сталь. Поэтому часто покупают наборы и спрашивают, почему у меня у набора на лезвии написано нерж. Вы нигде никогда не найдете серебряный набор с серебряным лезвием. Очень мягкий металл серебро, поэтому такой нож будет просто нефункционален. Вы ничего не сможете таким ножом порезать. Поэтому все остальное в наборе идет чистое серебро, 925 проба. Значит, и ручка, вилки, ложки, ножи, чайные ложки и сама ручка у ножа, все идет серебро. Только лезвие единственное бывает нержавеющая сталь. Теперь по поводу проб. На ножах пробы стоят вот здесь вот, у края ручки, в месте, где оно скрепляется с лезвием, вот на одной из сторон, на другой нет. Видите, вот на одной из сторон всегда стоит два клейма: проба пробирной палаты, именник изготовителя. Значит, 925 проба, обязательно два клейма на каждом предмете. Вот такой вот ножик. Он очень большой, в руке держать его очень удобный, солидный, тяжелый, как полагается набору. Весь набор весит 1,5 килограмма у нас. Поэтому ножик тоже такой увесистый. Длина ножа 24 сантиметра и 4 миллиметра. Вот такой вот идет ножик. Вилка. Аналогичный имеет рисунок по всей длине ручки. На обороте ручка имеет вот такие вот расходящиеся эти волны. И проба стоит уже на обратной стороне ручки. То есть проба бывает на вилках, ложках на обратной стороне либо вот этой ручки, либо вот в этом месте. Если здесь гладко, то ставят вот в этом месте пробу именник. Но в данном случае это место все у нас обработано, поэтому пробирная палата ставит там, где гладко, чтобы это было видно. Вот здесь в данном случае стоит два клейма. На передней части никогда не бывает пробы. Вот такая вилка. Почему я говорю с двух сторон рисунок? Потому что у нас есть наборы, на которых рисунок идет только с лицевой стороны. Обратная сторона бывает гладкая. В этом плане здесь тоже дополнительная, конечно, работа, и, соответственно, и цена у таких наборов двусторонних бывает подороже. Длина вилки 20 сантиметров и 7 миллиметров. 925 тоже, соответственно, проба. Так, рассмотрим ложечку. Тоже аналогичный, вот такой вот идет по всей длине рисунок. Расходящиеся здесь такие же идут волны. Тоже стоят проба, именник на задней стороне.
Такая вот гладкая здесь площадка для гравировки, очень удобно. 20 сантиметров длина ложки. Ну, тоже довольно увесистая, тяжелая, как и вилка. Чайная ложечка. Чайная ложка длиной 14 сантиметров. Это стандарт для чайных ложек. Обычно не меньше не бывает, не больше не бывает. Но бывает, если только на полсантиметра больше. Меньше это уже идут кофейные ложки. Даже для десертных столовых наборов вот эти чайные ложки идут тоже длиной 14 сантиметров. То есть это такой универсально принятый стандарт. 14 сантиметров чайная ложка длина. Тоже идет вот такой же везде рисунок. Тоже стоят пробы. Вот такой набор. Весь набор 24, значит, предмета. Очень много вопросов по поводу того, как мыть. Если вы пользуетесь этим набором каждый день в повседневной жизни, то спокойненько моете так же, как и любую посуду. Тем же фейри можно мыть, хозяйственным мылом, амвеевскими средствами. На мягкую губку до пенки натерли, под теплой проточной водой смыли. И, значит, вытерли сухим полотенцем. Все, у вас никогда не будет такой набор темнеть. Если же у вас он просто стоит на полке где-то, то раз в 3 месяца бывают такие пасты для полировки серебра, золота, для драгметаллов. Наносите на ХБшную тряпочку немножко пасты и, значит, протираете, и никаких проблем. Всегда будет у вас блестеть, как новый такой набор. Вот. По поводу коробочек. Коробочки очень практичны, очень функциональные. Здесь такая вот ручка идет, как чемоданчик. Ручка не бутафорская, вполне ручка такая действенная. Коробочки не дешевые. И вы спокойно можете в случае отсутствия наших пакетов, у нас есть фирменные пакеты для таких чемоданчиков, как раз туда помещается. Если под рукой не оказалось, берете спокойно за вот такую вот ручку, не боясь, что она оторвется. Никогда не оторвется. Очень надежные коробки, поставщики у нас проверены, уже много-много лет мы с ними работаем. Поэтому спокойненько можете нести этот чемоданчик за ручку, не опасаясь, что там что-то произойдет. Вот здесь, значит, стоит фиксатор, такая ленточка. То есть, когда вы открываете, коробка открывается на 90 градусов, дальше она фиксируется вот этой ленточкой. Если туда сильно толкнуть коробочку, конечно, ленточка порвется. У вас будет просто на 180 градусов открываться эта коробка. Вот. Если вы не хотите этого, то просто туда сильно не толкайте эту коробку, и все. И по поводу ножиков. Вот все предметы у нас здесь, видите, держатся на такие резиночки. Вот если вы будете вытаскивать вот этот ножик на себя, ножик острый, вот здесь идут такие зазубрины у него. До половины лезвия он заточен зазубринами, а остальная половина просто заточена. Поэтому если вы будете тянуть нож на себя, вот эта резиночка порвется, и у вас будет один нож просто в коробке болтаться. Если на подарок, то это, конечно, не эстетично будет выглядеть. Поэтому ножи вытаскиваете вперед. Тянете вперед, и никаких проблем. То же самое можно и вилки, и ложки. Все вот так вот вверх, вперед. Потянули, и спокойненько все выходит. Вот такое вот маленькое напоминание по коробке. Ну, на этом, в принципе, все. Значит, приобретайте наборы на сайте. У нас подробная информация. Нажимаете на фотографию, открывается карточка товара. Очень подробная информация. Также этот ролик у нас и в YouTube. Для зрителей YouTube, значит, информация тоже, что есть сайт, есть магазин в Москве. Значит, подписывайтесь на наш канал «Клиенты магазина». Пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Ставьте лайк этому видео, чтобы его увидели побольше клиентов. Будем знакомить вас с нашей продукцией регулярно. Поэтому ждем вас на просмотре следующего видео. До скорых встреч!